4 дня, один остров и слишком много мест, которые хочется увидеть. Тенерифе – это не только пляжи. Это вулканы, которые выглядят как другая планета. Это дороги, от которых захватывает дух на каждом повороте. Это леса, где туман скрывает все вокруг. Мы взяли машину и попытались успеть все. Подняться к Тейде, проехать по одному из самых красивых серпантинов в нашей жизни, найти затерянные деревни среди гор и, наконец, добраться до океана. Но можно ли действительно прочувствовать остров, когда у тебя всего 4 дня? Или это просто гонка между точками на карте? Мы решили проверить. Мы приехали на вулкан, сейчас пойдем именно туда. Сказали, что там очень холодно, и надо одеваться потеплее, поэтому мы сильно утеплились, но сейчас такое пекло, я не знаю, градусов 20 по ощущениям, очень-очень сильно припекает. Мы не намазались санскрином, и мне кажется, мы сгорим на вулкане. Такие вот проблемы в апреле. Сгорим на вулкане. Звучит комично. Шалость удалась. Это удивительно. Мы сейчас целый час поднимались по серпантину к вулкану Тейда, и по пути были такие густые зеленые хвойные леса. Все было супер зеленое. А потом бац, мы оказались в пустыне, просто в каком-то марсианском пейзаже. По щелчку пальцев сменились пейзажи на космические, ландшафты потрясающие. Определенно здесь можно снимать Дюну или вдохновляться написанием марсианских хроник. Великолепно. Да. Вообще, опять рубрика что-то напоминает. Когда мы были в Чили, в пустыне Атакаме и в Боливии. Очень похожие места, но количество людей совершенно другое. Здесь народу просто офигеть сколько. Да, надо отдать должное, возможно, это все связано еще с пасхальными каникулами, которые сегодня начались в Европе. Тем не менее. По старой доброй традиции мы, конечно же, опять куда-то лезем. Но благо это всего лишь 100 метров туда, а не пара километров туда, потому что канатка закрыта для нас сегодня. Но Артур, конечно же, нашел трек, по которому можно сбегать просто туда и обратно. Какая прелесть! Тенерифе – это остров вулканического происхождения. Так что все, почему мы здесь ходим, по сути, это лава, накопленная за миллионы лет. Ну а Тейде – это главный вулкан острова и главный туристический магнит Тенерифе. Коренные жители острова, гуанчи, верили, что внутри Тейде живет злой дух Гуайота. Для них вулкан был буквально входом в ад. Прошли века, и значение этого места возросло. Сегодня НАСА тестирует здесь оборудование для будущих миссий на Марс. Ландшафт настолько похож на поверхность другой планеты, что его используют как полигон для космических технологий. Небо над Тейде одно из самых чистых в мире.
поэтому это идеальное место для наблюдения за звездами. Тейде — это не единственный вулкан на этом острове, но при этом он самый большой. Его пиковая точка 3700 метров. И выходит так, что это самая высокая точка в Испании. Вулкан спящий, но при этом последнее извержение было в начале 20 века. Кажется, это был другой вулкан, но кто знает, что будет в будущем. Там вот в камнях сидят люди, и похоже, что они что-то едят. Хотелось бы тоже пикник. Как ты думаешь, у нас что-то есть для этого? Кажется, у нас нет еды. Это же самое главное. Главная цель любого хайка — это сначала ты куда-то идешь, а потом ты что-то ешь. Ну что, до жерла вулкана мы так и не дошли, но кажется, сгореть нам это не помешало, потому что Я сгорел просто как рак. здесь не видно, но это вот, знаете, курорты Краснодарского края, когда приезжают все белые, а потом все очень. Зацени, какую я нашла живописную корягу. Ее можно и так, и сяк, как вешалку использовать. Ну, я надеюсь, мы ее домой брать не будем. Почему? Корягу все-таки пришлось оставить. Но она весьма неплохо вписалась в местный ландшафт, я считаю. Короче, мы набрели на какую-то супер живописную дорогу. И самая главная фишка, что люди здесь фоткаются. Они выбегают на центр дороги, бегут, сидят и так далее. Но что самое интересное, местное управление, они сделали здесь а-ля музыкальную дорогу, которая издает звуки. Видимо, чтобы люди обращали внимание. Когда мы едем на машине, мне все время кажется, что земля вокруг просто вспахана. Знаете, когда лошади ходят на водопой, или коровы, или кроты перекапывают. Короче, а это просто лава, застывшая в такой причудливой форме. Не, ну кроты, может, тоже здесь как бы поучаствовали. На следующий день мы отправились в национальный парк Анага. Это одно из самых древних мест на Тенерифе. Этим горам миллионы лет. Здесь сохранился реликтовый лавровый лес, который почти не изменялся со времен доисторической эпохи. Такие леса когда-то покрывали большую часть Европы, а сегодня остались лишь в нескольких местах на планете. В какой-то момент нам даже показалось, что мы в запретном лесу из вселенной Гарри Поттера. Но, наверное, это наша миллениальская привычка везде искать такие отсылки. Буквально вчера мы гуляли по марсианским пустыням в южной части острова. А сегодня уже очутились на севере, в дремучих лесах Перу. На самом деле остров насчитывает 28 климатических зон, но для простоты его делят на южную и северную части. Да, при этом северная такая более суровая, туманная, дождливая. Здесь много зелени. А южная более засушливая, теплая. Там классные пляжи. Виды везде офигенные.
Из-за постоянной влажности и туманов создается ощущение, будто ты попал в другой мир. А дорога через Анагу – это отдельное приключение. Узкие повороты, серпантины, виды, которые не отпускают ни на секунду. Мы проехали почти 40 стран и в целом очень любим такие места. Но, блин, кажется, что это один из самых красивых серпантинов, вообще по которым я когда-либо ездил. Каждые 50 метров ты хочешь остановиться, ты хочешь сделать миллион фотографий, снять видео, но в итоге все равно не передает всех эмоций, которые ты испытываешь, хотя бы толику. Здесь большая беда с парковкой, поэтому если видите место, где можно остановиться, останавливайтесь. При этом один раз мы остановились в месте, где, казалось бы, можно остановиться, подъехала полиция и сказала: ребятки, здесь нельзя. И на соседней машине был штраф 200 евро. Здесь уникальный микроклимат, и самое интересное, что здесь деревья буквально питаются туманом. Облака застревают в горах, и, соответственно, деревья прямо из облаков собирают влагу. То есть деревья пьют облака. Пока испанцы пьют пиво за 3 евро. Да. Во второй половине дня мы поехали в сторону пляжа Бенихо. А по пути мы заехали в ресторан с традиционной канарской кухней. Мы пришли в какое-то уютное атмосферное местечко. Картошка просто богическая, осьминог тоже вкусный, и креветки еще как будто бы доделываться мы сейчас попробуем. Гамбас дахи. Картошка чисто наша в мундире. И, конечно же, мы заказали стаканчик, бокальчик, не знаю, кватро, да, четверть домашнего винишка. Да. Так что, и это даже не пиво. Да, и у нас был заминка. Для меня это рохо, потому что оно красное. Но правильно говорить? В Испании не называют. Кажется, правильно говорить тинто. После плотного обеда мы отправились дальше. Лес постепенно стал редеть, пока в какой-то момент впереди не открылся океан. Пляж Бенихо – одно из самых диких мест на острове. Черный вулканический песок, огромные волны и скалы, которые поднимаются прямо из воды. Здесь почти всегда сильный прибой, поэтому это место популярно у серферов. Это совсем другой Тенерифе. Дикий, зеленый и невероятно живой. Короче, лайфхак. Мы уже упоминали, что здесь большая беда с парковкой, поэтому с утра, когда мы ехали, на первых нескольких точках просто было нереально встать. Там стояла полиция, они говорили: давайте дальше, дальше. Сейчас мы делаем все то же самое, только в обратную сторону. То есть мы начали с конца, и сейчас эти точки абсолютно пустые. Просто посмотрите, какой великолепный вид. Немного о месте, где мы жили. Мы сняли часть дома у очень милой испанской семьи. Нас встретили очень тепло, угостили кавой и фруктами прямо из собственного сада. И все это, кстати, всего за 80 евро. Что, друзья, с вами рум-тур от Кати и Артура. Что у нас тут есть? Значит, половина дома. Смотрите, диван, лестница. Там кухня, между прочим, с потрясающим видом на террасу. Я не знаю, как называется это приспособление. Это, видимо, подвал с искусственными цветами. Ну, что-то весьма необычное. На обзоре такой долго не надо, потому что мы с вами идем на второй этаж. Лестница, которую я просто обожаю в кавычках. Тут у нас с вами кровать. Вот. И окно. Прекрасный вид. Вид на море и вулкан Тейда. Пойдем покажу террасу в доме за 80 евро.
Точнее, это даже не терраса, а настоящий сад и огород с таким потрясающим видом на вулкан Тейда. И, кстати, хозяин этого дома уже успел нас угостить фруктами с собственного участка. Мы ели бананы и мандарины. Мы решили немного перевести дух и отправились в Лора-парк. Когда-то это был небольшой парк попугаев. Собственно, отсюда и название. Лора по-испански значит «попугай». Но со временем он вырос в один из самых известных парков животных в мире. Сегодня здесь можно увидеть одну из крупнейших коллекций попугаев на планете. Сотни видов со всего света. И даже есть специальные ясли для птенцов. Отдельная зона, где выращивают и выхаживают самых маленьких. В парке есть дельфины, касатки, пингвины и даже акулы. Здесь находится один из самых больших пингвинариев в мире, с настоящим снегом и льдом, чтобы максимально воссоздать их естественную среду. А выступление дельфинов и касаток – это отдельное зрелище. Парк реально крутой. Здесь можно потеряться на целый день. Собственно, что мы и сделали. Очень классные. Мне очень понравились медузы, как ни странно. Классные пингвины, попугаи, конечно. Тебе что больше всего понравилось? Да, мне понравилось шоу дельфинов и касаток, и морских котиков, нет, морских львов. Да. Невероятно потрясающие умные животные, конечно, восхитительно. Да, шоу здесь сделано. Видно, что с большой любовью, юмором. Очень качественно было. Классно смотреть. Еще рассказывали, как спасали животных. Это, конечно, чудесно. Да, но, как всегда в таких местах, этическая сторона вопроса весьма спорная. Да, они спасли много видов, они инвестируют много денег в спасение животных, но, как мне кажется, даже самая большая и крутая клетка все равно остается клеткой. Я так понимаю, большинство животных вот этих спасенных, они потом не смогут жить в дикой Да. природе. По крайней мере, про касатку совершенно точно. Там была история, что ее спасли, и она не может как бы существовать в океане. Здесь, кстати, есть даже детский сад для попугаев. То есть изначально этот парк ориентировался на попугаев, и сейчас у них самая большая коллекция в мире. И они спасли, кстати, 12 видов попугаев. Как-то так. В последний день мы решили выжать максимум из поездки. Наметили 5 точек и отправились в путь. Первая остановка – Драго Миллинарио, или Драконово дерево. Это одно из самых известных деревьев на Тенерифе. По научным оценкам ему сотни лет, а по легендам – больше 1000. А похоже на мою юку, которую я выращиваю на террасе. Это дерево видело и пиратов, и извержение вулканов. При повреждении оно выделяет красную смолу, поэтому я называю это кровью драконов. Что ты ржёшь? У вас очень похожа крона, что у тебя, что у него. Кстати, Тенерифе – один из крупнейших поставщиков бананов в Европе. А вы знали, как выглядит карри? Мы нет. Вот так оно реально выглядит и очень сильно пахнет. Мы словно в индийском ресторане. Далее путь лежал гора Чико. Это атмосферный городок на севере острова. Когда-то это был главный порт, но в 18 веке извержение вулкана почти полностью его разрушило. Интересно, что в результате застывания лавы в океане жители получили дополнительную площадь для постройки домов. Сегодня это уютный город с натуральными вулканическими бассейнами и ощущением, что время здесь немного замедлилось.
Третья точка – ущелье и деревня Маска. Дорога сюда – одна из самых опасных на Тенерифе. Узкий серпантин, развороты почти на 180 градусов и обрывы буквально в метре от дороги. Очень небезопасно и очень красиво. А сама деревня спрятана среди гор, как будто ее случайно забыли на карте. Во многих путеводителях Маску называют глухим, оторванным от цивилизации местом. Ее часто связывают с пиратами. Считается, что именно здесь они прятали награбленные сокровища. Маска – одна из самых труднодоступных, но при этом красивых деревень на Тенерифе. А до 60-х годов прошлого века здесь даже не было дороги, и люди ходили пешком либо на лошадях, ослах. Даже сейчас дорога весьма крутая. Ты едешь, 1-1,5 полосы, приходится разъезжаться, но виды здесь сногсшибательные. Но того точно стоит. Эх, как же жалко, что камера не передает запахи. Они здесь невероятно волшебные. Как и виды. Затем мы доехали до Лос-Гигантес. Лос-Гигантес. Здесь расположился маленький городок у подножья огромных скал, которые поднимаются из океана почти отвесной стеной, местами до 600 метров. Они впечатляют. Но после всего, что мы уже увидели на острове, это, пожалуй, было самое спокойное место этого дня. И последняя точка – Плая де лас Америкас. Совсем другой вайб. Серф, волны, люди, закаты. Здесь Тенерифе ощущается иначе. Более живым, шумным и расслабленным. И именно тут наш маршрут закончился. Вот жизнь у серферов. Живешь в трейлере у океана, никуда не спешишь, ловишь волны, кайфуешь. Никаких дедлайнов, никаких «поскорее бы пятница». Никакой жены, видимо, которую надо выгуливать везде по Не миру. жизнь, а сказка. Могла бы быть, но Да, но у нас другой путь.